Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам вот с такими интересными ниточками. С ними мы уже работали. На канале есть узорчики с такими ниточками и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Самое главное правильно подобрать крючок. Берите зимнюю, демисезонную, летнюю пряжу, пробуйте, экспериментируйте. Я в свою очередь остановлюсь на этих ниточках, с которыми сегодня буду работать. Смотрите, называются они Папатья Батик. Что это за ниточки? Смотрите, стопроцентный акрил. В 100 граммах 360 метров. Ну, понятно, что моточек уже поменьше. И нам здесь советуют производители, говорят, берите крючок спицы номер 3,5-4. Так? Сразу же, пока не забыла, назову вам цвет. Смотрите, вот так вот он записан. Так. И на камеру, в принципе, передается так, как есть на самом деле. Может быть, чуть по контрастнее цвет, но все то же самое. Вот так вот выглядят данные ниточки. Я сегодня беру крючок номер 3,5. Видите? Чтобы все получилось. Вы точно так же изучаете свою пряжу, читайте аннотацию, рекомендации производителя по поводу крючка, который вам необходимо взять, а также подбирайте под узорчик и под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я наберу, получается, 5 раппортов, да, это будет 30 воздушных петелек. И чтобы узорчик красиво ровно закончился, я наберу еще дополнительно 4 петельки. То есть я буду набирать 34 воздушные петельки для узорчика, а вы набирайте сколько вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Петелька у нас идет фиксации, и ее при наборе петелек мы не считаем. Теперь я набираю 34 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, особенно новички, сделаем вспомогательный ряд. Воздушная петелька, далее накид. Отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. Вот во вторую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и 3 петельки провязали вместе. Оп, все. Полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки по порядку нырнули, вытянули ниточку и точно так же 3 петельки вместе. Я буду провязывать полустолбиками каждую петельку цепочки. Так? А вы, в свою очередь, можете провязывать столбиками без накида, столбиками с накидом. Но новичкам настоятельно рекомендую провязать обязательно этот ряд, чтобы не запутались в воздушных петельках. Ну, а в столбиках мы не запутаемся, правильно? Вот. И вот так вот шагаете аккуратненько со своей скоростью, провязываете до конца ряда, сами себя контролируйте. Количество столбиков, либо полустолбиков должно получиться ровно столько, сколько вы набирали петелек в цепочку. Несложно, да? Все, и вот так вот шагаете в каждую петельку до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш вспомогательный ряд готов. В моем случае это полустолбики. Далее что мы делаем? Приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее накид. В следующий, получается, столбик. Вот у нас первый, да, мы из него, получается, провязали воздушные петельки. Вот во второй столбик нырнули и провязали столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Накид. Следующий столбик, третий, провязали столбик с накидом. Есть. И следующий четвертый столбик провязали столбик с накидом. По итогу получается вот эти вот 3 петельки подъема, это имитация столбика с накидом. Мы провязали 4 столбика. Раз, два, три, 4. Угу. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик начинаем провязывать столбик с накидом. Точно так же 4 столбика с накидом провязываем. Это первый столбик. Далее второй столбик с накидом. Далее третий столбик с накидом. И четвертый столбик с накидом. Как только 4 столбика провязали, будем делать в точно такое же окошечко. 2 воздушные петельки. Раз, два. И в столбиках пропускаем 2 столбика. Раз, два.
И в третий столбик опять нырнули и провязали столбик с накидом. И ваша задача вот так вот шагать до конца ряда, чередовать. 4 столбика, окошко. Столбики с накидом, понятно, да? 4 столбика, окошко. Окошко это 2 воздушные петельки и пропускаете 2 столбика. Все, и шагаете до конца ряда, несложно, видите? 4 столбика, окошко, 4 столбика, окошко, 4 столбика, дальше будет окошко и так далее. Давайте самостоятельно до конца ряда. Это несложно, а в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот наши, получается, окошечки, вагончики, как назовем, да, получились. И закончили мы ряд, тоже 4 столбика с накидом. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите внимательно. Накид. И вот по нашим столбикам, по верхушкам проходимся и провязываем точно такие же, получается, столбики с накидом. Раз, два, три. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите, перепрыгиваем опять наше окошечко. И вот наши следующие 4 столбика провязываем. Раз, два, три и 4. Пока все то же самое, что у нас было в предыдущем ряду, да? То есть над столбиками столбики, над окошечками окошечки, над столбиками столбики. И тут стоп. Смотрите, что мы будем делать дальше. Дальше делаем накид. И смотрите, возвращаемся назад, вот в первому ряду, вот наше окошечко, на ряд ниже, поняли, да? Вот так вот в окошечко ныряем, вытягиваем ниточку и подтягиваем ее хорошенько, чтобы на нос не зажулькало вязание. Понятно? Вот таким вот образом. Раз. Опять точно так же накид, нырнули, вытянули ниточку. 2. Видите? Все ровненько, аккуратненько. Накид, нырнули, вытянули ниточку. 3. Так как у меня ниточка толстая, то я остановлюсь вот именно на 3 петельках и 3 накидах. Вы можете делать больше, можете делать меньше, но учитывайте, чем больше петелек, чем больше накидов, узорчик смотрится эффектнее, но пряжа кушает больше. Смотрите, я провязываю вот так вот все за один раз и оставляю на крючке 2 петельки. Затем 2 петельки провязываю вместе, фиксирую. Вот по итогу что получается. Одна воздушная петелька остается у меня здесь. И опять перепрыгиваю на следующий столбик. Опять 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. И сюда же 4. Видите? Теперь я должна буду повторить точно такую же картину, которую я провязывала здесь. Итак, накид. Возвращаюсь вот в это окошечко на ряд ниже. Нырнула, вытянула ниточку, подтянула, чтобы узорчик не зажулькался, да? Держу на крючке, не провязываю. Накид. Еще раз. Нырнула, вытянула ниточку, подтянула, держу на крючке. Накид. И третий раз. Нырнула, вытянула ниточку. И теперь все вместе провязала до 2 петелек на крючке. Оп, 2 петельки. А теперь 2 петельки провязала вместе. Видите? Вот что получается по итогу. Воздушная петелька. И переключаюсь на следующий столбик. И так далее до конца ряда. Понятно, да? То есть мы повторяем предыдущий ряд, а потом возвращаемся, делаем вот такие вот лепесточки. Угу. Давайте, несложно, у вас получится. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот какая красота по итогу получается, да? Повторюсь, вы можете накиды и петельки делать больше, можете делать меньше, на ваше усмотрение. Вот, с другой стороны, какая картина получается. Все, заканчиваем наш ряд точно так же. 4 столбика с накидом, как и начинали. То есть здесь мы не провязываем наши вот эти вот листочки объемные. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Накид. Опять наши 3 столбика провязываем столбиками с накидом. То здесь вообще не сложно. Раз, два и 3. И вместе получается с 3 петельками подъема в самом начале ряда, да, у нас получается опять 4 столбика с накидом. Далее, как и в первом ряду, повторяем все то же самое. 2 воздушные петельки. Переключаемся на наши столбики. Смотрим, да, по верхушечкам. Раз, два, три, 4. Понятно, да? Вот именно столбик в столбик. Итак, провязываем столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. Столбик с накидом. 3. Столбик с накидом 4. Здесь очень просто, поэтому быстро, да?
Вот видите, над столбиками столбики, ничего сложного. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять переключаемся к нашим столбикам. Раз, два, три, четыре. И точно так же их провязываем. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. То есть ничего сложного. Повторяем самый первый ряд до конца ряда. Угу. Все, давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, совсем не сложно. Еще один наш ряд готов. Далее повторяем второй ряд, как мы с вами провязывали. То есть ничего сложного. Опять 3 петельки подъема, поворот. Точно так же опять провязываем 3 наших столбика. Раз, два, три. Опять делаем 2 воздушные петельки. Здесь без изменений. Раз, два. Переключаемся опять на наши столбики. Провязываем 4 столбика. Раз, столбики с накидом, да? 2, 3, 4. А теперь смотрите, возвращаемся на ряд ниже, то есть вот в это окошечко, поняли? Итак, накид. Возвращаемся на ряд ниже, подтягиваем ниточку, опять как мы делали уже с вами, знаете, да? Подтягиваем так, чтобы наш узорчик не зажулькался, держим на крючке. Раз, два, ну у меня пусть будет 3, у вас может быть и 1 раз, да, ниточка, если толстая, и 2 раза может быть, если тоненькая, и 5, может быть, и 7, и так далее. Провязываем до 2 петелек на крючке. Теперь 2 петельки вместе провязываем. 1 воздушная петелька и опять переключаемся на наш столбик. Все, и у нас опять получается вот такой объемный листик. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Вот в этом и состоит весь узорчик. То есть вы провязываете по 4 столбика, между ними окошечки. Так? Обратно возвращаетесь, получается провязываете точно так же 4 столбика, окошечки и листики. Понятно? Все, то есть один ряд мы подготавливаемся, второй ряд провязываем листики. Готовимся, провязываем, готовимся, провязываем. Совсем не сложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Уже видно, что интересно, оригинально, да? Вот. И посмотрим, что в итоге получится. А я, в свою очередь, посмотрю, как у меня будет меняться ниточка. Мне очень нравится этот процесс. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая интересная, веселая, цветная красота получается. Вот такой вот узорчик незатейливый, очень простой. Так, смотрите, он двусторонний. Выбираете любую сторону, такая сторона у вас будет лицевая. Понравилось это, это. Понравилось это, вот это. Ну, естественно, что это могут быть изделия именно двусторонние. Ну, начнем с того, что это могут быть шарфики, да, особенно если такая расцветка веселенькие. Это могут быть палантины из летних ниточек. Если вы будете вязать, конечно, будет не такого большого объема, да, естественно, ниточка тоненькая будет. Это будут интересные топики, маечки, почему бы и нет. Опять же, не забывайте про то, что можно брать полипропиленовый, полиэфирный шнур, вязать сумочки. Сделайте окошечки поменьше, да, может быть, столбики сделайте поменьше, в том плане, что столбик без накида, да, то есть они будут пониже. Вязка будет немножко поплотнее и тоже будет оригинально. Когда поймете принцип узорчика, вы можете здесь сделать больше петелек, да, можете делать меньше петелек, можете столбики выше делать, можете столбики ниже делать, можете вязать из одного цвета ниток, можете из разных брать, да, остаточки. Видите, какой он объемный. Очень будет шикарный, конечно, смотреться в коврике. Так что пробуйте. Кто вязал что данным узорчиком, рассказывайте, нам будет интересно, потому что узорчик не новый. Так, если не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать. В моем случае из моей пряжи вот так вот цвет ниточки менялся, видите? Вот тоже очень интересно. Но когда изделие будет, конечно, шире, больше, то, естественно, переход будет меняться, правильно же? Вот. В моем случае вот так вот он тянется, и вот так вот, естественно, ну, тянется больше. Вот, пробуйте из вашей пряжи может тянуться больше, меньше. Не забывайте, что узорчик можно крутить, то есть он может быть у вас таким вот, да, он может быть у вас вот таким вот, то есть на ваше усмотрение. То есть вы дизайнер, как вы видите, так и красиво, правильно же? Ну что, давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. Если такая же пряжа, как у меня, если такая же плотность вязания, как у меня, если такой же крючок, как у меня, ну, допустим, да, в моем случае это получается сегодня вот 19 сантиметров. И тут очень легко считается. Тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И смотрите, я закончила ряд, получается 12. Просто столбики без накида. Все, не затейливо. Ну, можно, конечно, повторить, как и здесь, полустолбики, да, с накидом. То есть, как хотите.
Итак, это у меня получается, смотрите, ну практически 14 сантиметров, 13,8, да? Вот такая красота. Самое главное, что очень просто, действительно, для начинающих. Пробуйте, экспериментируйте, вяжите, учитесь. Ничего сложного нет. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.